Практически каждый, кто хоть раз бывал в Барселоне, ну или хотя бы планировал приехать сюда и гуглил информацию о ней, знает об этом сооружении. Знает хотя бы потому, что оно является самым высоким в Барселоне. Выше его только телевышка на горе Тибидаба. Но, хотя оно является самым высоким, ни у кого не вызывает восхищения, глядя на него. Ух ты, как здорово! Наоборот, все только удивляются, что он до сих пор здесь стоит. И всякий раз, когда оно снова попадается на глаза, у большинства вызывает примерно одни и те же эмоции. А, снова эти трубы. Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Виктор Инишев на канале «Испания. Новый взгляд». Ну, вы, конечно же, уже, наверное, догадались, о чем идет речь. Это Централь Термика, или тепловая электростанция. Одна из первых электростанций в Испании. Но сейчас она уже не действует. И фактически она стала памятником промышленной революции в Испании и Барселоне в частности. Но почему эту электростанцию построили именно здесь, в этом месте, на самом берегу моря? Вместо пляжей, баров, ресторанов и прочей пляжной инфраструктуры. И какова ее дальнейшая судьба? Когда на рубеже 19-20 веков начала бурно развиваться промышленность в Испании, естественно, появились потребности в серьезных энергетических ресурсах. Но в то время многие предприятия строились прямо в черте города. И была фактически мешанина из фабрик, различных предприятий и жилых домов, где жили работники этих предприятий. Таким образом, в 1913 году здесь и появилась эта первая местная тепловая электростанция. Город бурно развивался. Сюда съезжались рабочие мигранты из других регионов Испании и эмигранты из других стран. И повырастали целые поселки, в том числе на берегу. Кстати, район в городе, известный как район Побленоу, это на каталанском, на испанском Пуэбло Нуэво, или новое поселение. Вот он как раз и вырос из таких рабочих мигрантов, новый поселок рабочих. И в нем как раз и строились фабрики вперемешку с жилыми домами. Этот район выходит прямо на берег моря, и в 4 километрах от него и находится эта электростанция. Да, именно то, что она находится рядом с районом, где стоят эти производства, и, что очень важно еще, вода. А вода для технологических нужд электростанции бралась прямо из моря и обусловила расположение этой электростанции именно в этом месте. К слову сказать, в то время не думали ни о туристах, ни о пляжах, потому что тогда туризм как таковой был еще в зачаточном состоянии. Во главе угла стояла одна задача – наладить производство. Поэтому Барселона даже пережила эпоху трущоб, которые находились тогда прямо на будущих пляжах. Потому что прибывавшие в город работники были из разных стран и разного уровня квалификации. Местные жители до сих пор с содроганием вспоминают такие районы, как Соморростро и Пекин. Но со временем город начали облагораживать, ликвидировались трущобы. Электростанция по ходу многократно модернизировалась, перестраивалась. В 80-х годах она по экономическим и экологическим соображениям частично перешла на газ. До этого она была на угле, как, впрочем, и большинство электростанций подобного типа в то время. Производство перенесли за черту города, но осталось это сооружение как памятник ушедшей эпохи индустриализации. В 2010 году в другом месте была построена новая электростанция, уже полностью на газу. Плюс здесь оказались термальные источники, но это уже другая, отдельная тема. А эта печка с 3 трубами, как ее прозвали в народе, в 2016 году была полностью закрыта, демонтировано все оборудование. И осталась только эта бетонная коробка с прилегающей к ней обширной территорией. На сегодняшний момент пустующей. А теперь самое интересное. Но прежде чем мы перейдем к самому интересному, хочу вам сказать, что буду очень рад видеть ваши лайки, комментарии. И также приглашаю вас подписаться на канал «Испания. Новый взгляд». Итак, эту коробку не собираются сносить.
Даже более того, вокруг этой темы разгорелся жаркий спор. Местная энергетическая компания, которой принадлежала эта электростанция, хотела ее снести, чтобы освободить место для пляжной инфраструктуры. Пляж, бары, рестораны, различные постройки. Но местная администрация воспротивилась этому и даже провела референдум, чтобы сохранить этот объект в качестве культурно-промышленного наследия. А дальше история такая. На сегодняшний день существует проект бизнес-группы под руководством некого египетского магната по превращению бывшей электростанции в культурный, музейный и педагогический центр, под крышей которого, или точнее под трубами которой, должны будут разместиться, внимание, Большой Средиземноморский университет, правозащитные учреждения, офисы 32 миротворческих миссий ООН в Африке и музей гуманитарного персонала ООН. Его должны будут регулярно посещать студенты и преподаватели различных африканских и европейских университетов Средиземноморского бассейна. По замыслу авторов проекта, эта пирамида, которую вы видите на изображении, будет копией пирамиды музея Лувра в Париже. И она будет своеобразным маяком, представляющим Барселону, который вместе с новой Александрийской библиотекой, которая была построена в Египте в 2002 году, они вместе образуют эдакий культурный мост, который должен будет объединить страны, народы и способствовать миру. Во как, ни больше, ни меньше. Но это еще не все. Есть еще проект по иллюминированию этой бывшей электростанции. Причем эта иллюминация планируется круче, чем на знаменитой башне Акбар. Ее хотят сделать с изюминкой. А именно, в трубах планируется установить датчики воздуха, которые будут связаны с освещением, и в результате цветовая гамма будет отражать состояние качества воздуха в режиме реального времени. Правда, как это будет выглядеть в яркий солнечный день, пока непонятно. Но как вам вообще эти планы? Правда, пока все эти проекты находятся только в умах проектировщиков, в их компьютерах, ну и в прессе. И пока больше эти проекты напоминают наполеоновские планы. Но если их реально удастся осуществить, это будет бомба. И лично мое субъективное мнение, вы, может, думаете по-другому, но мне кажется, что этот проект затмит и Саграду Фамилию, и Тебедабы, и все, что здесь есть в Барселоне. Чем-то будет напоминать город науки и искусства Валенсия. Правда, пока никаких видимых изменений нету. Может, не хватает денег, какие-нибудь согласования или что-то еще неизвестно. Кстати, ссылки на источник об этих проектах вы найдете в описании. Правда, не на испанском, но, откровенно говоря, когда я узнал об этих проектах, я стал по-другому смотреть на эти трубы. Захотелось увидеть реализацию этого проекта. И если у них что-то не срастется, и вместо этого очередного чуда света вырастут банальные кафе и рестораны, это уже будет все-таки не то. Но поживем увидим. А с вами мы снова скоро увидимся в очередной захватывающей истории.